Привет, друзья! Привет, дорогие подписчики и гости канала! Сегодня я вам расскажу, почему я так много говорю об очищении и почему именно через очищение вы сможете привлечь деньги. Отвечаю на вопрос, что же такое деньги. Так вот, деньги, если спросить каждого из вас, наверняка ответят: деньги – это свобода, деньги – это радость, деньги – это стабильность. Во многих аспектах вы правы, но на самом деле деньги – это энергия. Деньги – это не свобода, она может вам дать эти чувства. Деньги действительно являются инструментом исполнения желаний, но сами по себе деньги – это энергия. Так вот, как и любая энергия, она течет, и как и любая энергия, она ненавидит застой. Да. И так вот, чтобы в вашу жизнь текла энергия денег, энергия изобилия, богатства, процветания, вы должны освободить для нее место. И чтобы у вас появилось место для этой новой энергии, которую вы так желаете, да, нужно избавиться от старой энергии, которая уже давным-давно застоялась. Я уверена, что все из вас чистюли и замечательные хозяева и хозяйки, но тем не менее у каждого из многих людей, да, наверное, у 99% живущих на Земле, есть какой-нибудь шкафчик, где лежит все то, к чему он не прикасался уже несколько лет, а может быть даже десятков. Знаете, у кого, кто живет, например, в квартире своей бабушки, да, очень часто бабушки имеют чуланы. И вот в этом чулане стоит какая-нибудь большая коробка, и в этой коробке сложено: а вдруг пригодится. Не пригодится она вам. Я вам говорю сейчас об уборке, которую вплоть до того, что вынесли все из квартиры, отодвинули стиральную машинку, отодвинули все, что только можно отодвинуть, и убрали там пыль. Чтобы протерли каждый светильник дома, чтобы разобрали все, что плохо лежит, выбросили. Разобрали ваши вещи, перебрали гардероб. Отдайте что-то на переработку, да, мы же заботимся об окружающей среде. Отдайте что-то на переработку, если вам это не пригодится. Продайте, да, если вещь еще в хорошем состоянии, или просто выбросите. Ну, я вещи не выбрасываю, я все сдаю на переработку. Я за окружающую среду, хочу, чтобы наша планета и дальше процветала. Вот, дальше что мы делаем? Берем свой мобильный телефон и чистим его. Это вообще рекомендуется делать примерно раз в месяц, да, но чтобы не засорять телефон. Почему я говорю об этом сейчас? Еще один ответ на миллионы ваших вопросов. Спасибо, мне очень приятно. В Инстаграм меня нашли. Так вот, чистим свой телефон, чистим фотографии, которые с появлением роскошных гаджетов, да, в нашем 21 веке очень многие делают сразу 3, 5, 10, 15 фото. Выберите сразу лучше. Чистим телефон, лишние заметки, лишние фотографии, контакты, может быть, которые не пригодятся. Зачем-то сохраняете переписку с службой оповещения какую-нибудь, да? То есть все это вы берете и очищаете. Также вы очищаете свои сумочки, карманы, кошельки и выбрасываете все фантики, все чеки, все бумажки. Поверьте мне, вам это не пригодится. Не пригодится никогда. Если вам фантик, который лежит в кармане уже полгода, не пригодился до сих пор, вряд ли вы его используете. И с годами он ценность не приобретет. Это не то, что нужно сохранять. Еще пара моментов по поводу очищения. Еще наши бабушки, дедушки и прабабушки, прадедушки, да, всегда знали, что соль – это самый мощный устранитель негативной энергии. Так вот, после того, как вы расчистите все завалы у себя дома, ведь вы же в этот дом хотите привлекать изобилие, процветание, деньги, богатство, здоровье. Берем пачку соли, прям такую хорошую, большую, да, пусть будет килограмм, кому не жалко, кто считает, что как-то много всего скопилось, и проделать более глубинную работу, возьмите там 5 килограмм соли. Вот. И рассыпая соль, кому сказала килограмм, рассыпаете соль у порога, внутри квартиры. И обязательно даете задание: дорогая соль, прошу тебя, пожалуйста, забери весь негатив. Кто берет 5 килограмм соли, значит, по сторонам света
да, можно в каждые углы, можно по сторонам света. Ну, углы я имею в виду, если мы визуально как бы поделим квартиру, да, на квадратик, и вот 4 угла, да. Можете в каждый угол, ваше право, да. Просто очень трудоемкий процесс потом ее собирать, вот. Ну и опять же, у кого-то дети, у кого-то котенок, у кого-то ребенок, у кого-то еще что-то. В общем, самый простой вариант – насыпаем соль у порога. Сложный вариант – насыпаем соль во все стороны света, по 4 сторонам света. Север, юг, запад, восток. Можете, особо большие энтузиасты, можете положить соль под кровати, да, если вы спите на одной кровати с супругом. Туда, дорогая соль, прошу тебя, забери весь негатив. Если у вас есть дети, под кровати детей тоже. Вот. Можете включить самое простое медитации на YouTube, очищающие какие-нибудь, да, и включить громко музыку. Можете пробежаться, у кого есть дети, вообще замечательно, даю детям колокольчик, бегут, прозванивают всю квартиру. Вот, а я тут говорю, что очищаем колокольчиками, да, наш дом. У кого есть благовония, я только за. Мои самые любимые благовония сандал. Вот, супер хит, очень мне нравится аромат, очень рекомендую, зажигаете палочку, можете по квартире пройтись, такой приятный аромат будет, вот, после того, как очистили квартиру. Что мы делаем с собой? Ведь все это вы носили в себе, да? Берем пачку соли, ванна, душевая кабина, неважно, что у вас, высыпаем пачку соли, становимся на нее ножками, стопами, и просим соль забрать весь негатив из вас. Она будет, весь негатив уйдет через стопы. Вот. Так, чуть не забыла. Соль, которую вы разложили по квартире, изначально лучше разложить на пергамент или на фольгу, да, чтобы ее проще было собирать. Руками мы ее потом не касаемся. Ни в коем случае. Соль лежит так сутки. Вы стоите на соли 5 минут. Вот, представляя, как весь негатив, прямо от кончиков волос, от самой макушечки, да, по всему телу он уходит, да. Потом вы принимаете душ, вот, ну, все как обычно делаете, да, чувствуете легкость. Вот, чтобы деньги пришли, это я с вами поделилась о том, как очистить ваш дом. Вот, но почистить свою голову тоже нужно. Берем листик, садимся и пишем все первое, что придет в голову. Все негативные установки, которые вы слышали с детства. Возможно, кто-то слышал, что деньги зарабатываются тяжелым трудом, или там, что денег нет. Вообще забудьте об этой фразе, вот никогда ее сами не произносите. И выписываете на этот листик все негативные установки. Абсолютно все. Которые в детстве слышали, которые деньги даются тяжелым трудом, или, может быть, про богатых людей вы слышали, вот, все богатые наворовали, да, у вас в голове сложилось точнее, да, а я же не вор, а я порядочный, поэтому вот и сами себе в голове еще много-много лет назад, десятков лет назад запретили быть богатым. В общем, выписываем все установки, после этого зажигаем. Можно свечу зажечь, можно просто спичками, можно зажигалками. Берете кастрюльку или какую-нибудь огнеупорную посуду, да, так, чтобы это было безопасно. Я зажигаю все дома, включаю вытяжку, а пепел потом разбиваю по ветру. Вон, окно открыла и с благодарностью отпустила. Самое главное, чтобы пепел не залетел обратно домой, да, и обязательно, пожалуйста, соблюдайте технику безопасности. Кто это делает со свечой? Свечу одну не оставляем, да, и ставим в какую-нибудь емкость. Вот, пальчики не обожгите также. Вот. Можете прописать еще раз, да, и еще раз сжечь. Вот пока не почувствуете легкость вот здесь, вот внутри себя, к следующему заданию не приступайте. А следующее задание, я хочу, чтобы вы заменили свои негативные установки на позитивные. Есть такой тест, вот вы можете на него ответить, да? Берете листик, делите на 2 части, на первом вы отвечаете на вопросы. Первое, почему вам не хватает денег? Второе, что такое деньги лично для меня? Вот лично для вас, что такое деньги? И также третий вопрос, почему вы до сих пор не богаты? Большая просьба написать, ответить
Вот первое, что придет в голову, это самый правильный ответ. Когда вы начинаете раздумывать, вы анализировать, а когда первое, что приходит в голову, вы говорите, это значит, что с вами говорит ваше подсознание. И вы действительно после того, как ответите, увидите, ага, так вот настоящие причины. Вот, и с другой стороны, да, напишите, пожалуйста, тоже не думая, богатство это, продолжите фразу. Вторая фраза, богатым быть это. И дальше пишите, что вы думаете. Дальше ваша установка, все богатые люди. Продолжите фразу. И заключительный вопрос, если я буду богат, то... Вот такой у нас сегодня урок небольшой про деньги. Вот, я думаю, что теперь вы поняли, почему я так много говорю об очищении. Потому что деньги – это энергия. А дома у нас тоже есть энергия. Мы сами – это энергия. Существует бесчисленное количество энергии в этом мире. И очень важен обмен. Постоянный, бесконечный обмен энергиями. Да, нужно прощаться со старой, нужно приглашать новую, да, и ни в коем случае нельзя допускать застоя. Ну что, пишите свои позитивные установки в комментариях. Всем спасибо огромное. Спасибо за лайки. Пока-пока.